От пациента. Занимался дзюдо. Боли при ходьбе в районе надколенника примерно месяц. При надавливании на коленную чашечку резкая боль. Пару дней назад повернулся на одной ноге. Резкая боль. Сейчас разгибает с трудом. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 12 лет, дата исследования 21 марта 2024 года. Область исследования – левый коленный сустав, свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Суставные поверхности ровные. Зоны роста по возрасту. Гиалиновый хрящ суставных поверхностей прослеживается, не изменен. За надколенником вдоль мыщелков бедренной кости и в полости сустава определяется минимальное количество свободной жидкости. Периартикулярные ткани отечны. Пателофеморальное сочленение. По латеральной половине надколенника МР-сигнал от суставного хряща неоднороден на всю его толщину. Целостность медиального и латерального удерживателя надколенника сохранена. Надколенник второго типа по Вайбек. Индекс Инсал-Салвати 0. 98. Клетчатка Гоффа развита обычно, отечно. Данных за наличие кисты Бейкера не получено. Признаки отека. Разволокнение передней крестообразной связки и в меньшей степени латеральной коллатеральной связки. Внутри и внесуставные связки, задняя крестообразная связка, медиальная коллатеральная связка, собственная связка надколенника не изменены. Признаки дегенеративных изменений медиального мениска первой-второй степени, на фоне которых определяется продольный разрыв заднего рога с выходом разрыва на одну поверхность мениска. Признаки дегенеративных изменений латерального мениска первой степени, заключение МР, признаки отека, разволокнение передней крестообразной связки и в меньшей степени латеральной коллатеральной связки, разрыва медиального мениска 3 степени Пастouла, дегенеративных изменений латерального мениска первой степени, хондромалицеи и надколенника 3 степени, минимально выраженного синовита, левого коленного сустава. Рекомендована консультация травматолога. 22 марта 2024 года. Доцент КМН Котов, МА. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Есть признаки повреждения связочного аппарата сустава, растяжение передней крестообразной связки и латеральной коллатеральной связки. Также есть небольшой разрыв медиального мениска и скопление жидкости в суставе, от этого и боли, чувство неудобства в колене. Кроме того, есть признаки повреждения суставного хряща надколенника. Вам нужно показаться травматологу, лучше который работает при спортшколе, спортивной клинике.